Всем привет, меня зовут Вика. И сегодня давайте посмотрим такой довольно интересный расклад на женщину, которая причинила вам боль. Он будет называться «Ждет ли ее наказание? Получит ли она расплату за то, что вам сделала?» Итак, настройтесь на расклад, на свою женщину. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим. Какая ситуация сейчас в вашей жизни? У вас, знаете, у вас сейчас проигрывается конец какой-то жизненной ситуации. Вот цикл замкнулся, цикл событий замкнулся. Это может быть и развод, расставание, то есть завершение какого-то серьезного, конкретного жизненного этапа. Вы сейчас вот находитесь в состоянии, я обычно его называю такой вот обороны. К людям вы стали как-то вот в последнее время, может быть, последние годы, очень так осторожно и настороженно относиться, с каким-то недоверием, вот, да. Может быть, по жизни у вас было много предательств, потому вы и относитесь к людям, да, вот доверяй, но проверяй. У кого-то из вас может проигрываться сейчас некоторые финансовые сложности, либо же это уменьшение заработной платы, либо же серьезные большие траты и, соответственно, которые влекут за собой какую-то нехватку денег. Кому-то, может быть, вообще временно прекратили выплачивать зарплату, либо же потеря работы. Ну, то есть какой-то такой временный финансовый кризис может у вас просматриваться. Так, что еще? Да, у вас по жизни было много хитрости и обмана, причем от женщины, которую вы любили, но которая уже в прошлом. Но вы еще, вот знаете, вы еще, несмотря ни на что, вы живете прошлым. Вот знаете, есть люди, которые прошлое отпустили и смотрят вперед с уверенностью, с надеждой какой-то, с верой. Вы же еще довольно часто можете вспоминать свой прежний жизненный этап, либо же прежнюю женщину, прежнюю семью. Ну, то есть вы больше находитесь вот мысленно, да, душой, может быть, вы больше находитесь в прошлом. А знаете, вот пока вы не отпустите прошлое, даже вот женщину пока не отпустите из сердца, из души, вы не сможете, ну никак не сможете построить новые отношения с другой женщиной. По той простой причине, что у вас сердце и душа заняты. У вас сейчас состояние одиночества. Да, у вас может быть, знаете, вот как говорят, вот верный пес рядом. Вот это мой самый лучший друг. Может быть, кот у кого-то собака, да. И на данный момент это может быть ваш, к сожалению, самый близкий, самый лучший друг, с которым, может быть, вы даже можете наедине поговорить, да, рассказать, как вам плохо на душе. Так, ваша личная жизнь сейчас, давайте посмотрим. Никакой личной жизни. Абсолютно. Как всегда, временные мы не берем одноразовые, да, я думаю, подписчики это знают уже, а гости канала, наверное, еще не в курсе, что когда я говорю в раскладах о личной жизни, я беру во внимание уже серьезные стабильные отношения с постоянной партнершей. Я не беру какие-то временные одноразовые девочки для развлечений. Итак, личная жизнь сейчас у вас пока на паузе. У вас нет особого и желания. Вот кто-то ушел в себя, кому-то нужно поразмыслить, да. Кто-то еще вспоминает прошлое, живет прошлым. Ну, как-то вот, вы знаете, вот добровольное такое заточение, можно сказать. Это не значит, что вы никуда не выходите, нет. Ну, просто и не хочется, и неохота. Вам сейчас хорошо одному. Вот хорошо просто подумать, да, просто заняться тем, чем вы хотите.
Просто, может быть, поразмыслить над своей жизнью, да, повспоминать прошлое, над своими ошибками, может быть, да. То есть, как таковой, женщины постоянной возле вас я не вижу. Хотя вы по жизни, посмотрите, вы очень сильный мужчина. Вы такой мужчина со стержнем. Вы знаете, вот про таких говорят настоящий мужик, который умеет и руководить, и в доме все вот держать под контролем, решать какие-то проблемы житейские, бытовые, разные. Вы очень активный, вы ревнивый, вы очень щедрый человек. Но сейчас вот эмоционально вам очень плохо. И вам плохо именно из-за женщины, с которой вам пришлось расстаться. Итак, но это так, в общих чертах, да, о вас. Давайте сейчас посмотрим, получила ли она по заслугам. Вот все-таки получила ли она. И что это за женщина вообще. Так, да, женщина, которую вы безумно любили. Вы работали, вы зарабатывали ради нее. Вот пока вы были с ней вместе, вы готовы были мчаться на край света, чтобы увидеть ее 5 минут, да, грубо говоря. Вы настолько всего себя отдавали, ну, чуть ли не до последней копеечки старались на нее тратить. Вот, может быть, даже где-то в чем-то вы себя, может, обделяли, да. Вы старались позвонить ей, либо же написать смс-ку, даже там есть какие-то 5 минут, да, на работе. Вы старались ей написать просто «Привет, как дела?», там «Люблю, скучаю» и так далее. То есть вы любили эту женщину безумно, да. Это был ваш центр вселенной. Женщина вас обманула однозначно. Так, да, деньги, замешаны деньги. Женщина большая любительница денег. Деньги предательства, которые закончились концом ваших отношений. Отношения, скорее всего, вы завершили. Так, что ей прилетело за вас или нет? Она очень агрессивная дамочка, любительница погулять, может быть, выпить даже. Знаете, она сейчас, ну вот и не то, что и прям сейчас, а вот после того, как с вами рассталась, она как-то так живет, вы знаете, от мужчины к мужчине прыгает. Причем мужчины ей попадаются, которые ее же и кидают. Вот ей как-то встречаются мужчины, которые вот, знаете, поматросил и бросил. Вот у нее не получается так сдоить, как она доила вас. Вот мужчины ее теперь используют. Вот она получила этот бумеранг, да, от которого мы говорим, то наказание, которое вот она заслуживает в отместку за вас, да. Она сейчас, вот, понимаете, не то чтобы, ну как, пошла по рукам, не пошла, это уже совсем прям, конечно, грубо звучит. Ну, то есть она от мужчины к мужчине, мужчины ее, знаете, вот ни в грош не ставят. Вот так, как она относилась к вам, теперь относятся к ней. Вот ее чисто, да, ради постели, может быть, или еще там для чего-то ее используют. И она сейчас вот после каждых своих вот этих любовных отношений, она остается как у разбитого корыта. Она сейчас, знаете, вот где-то в чем-то она даже задумывается, что она вас потеряла. Но она прекрасно понимает, что она уже вас не вернет. Вот она все-таки получила бумеранг. Она думала, что она найдет мужчину, который будет ее боготворить, да, превозносить. Но такого она до сих пор не нашла. Она, знаете, вот характер ее не поменялся. Вот она как была какая-то вот склочная, скандальная, с выносом мозга. Ну такая вот, она манипуляторша по жизни. Она очень большая манипуляторша. Она пытается и сейчас мужчинами манипулировать, да? Но у нее это не получается. Наоборот, мужчины манипулируют ей. Она получила тот бумеранг, что ее используют, как она использовала вас, теперь используют ее
и выбрасывает, понимаете? Ей точно так мужчины, с которыми она пытается вот завязать отношения, она постоянно пытается что-то новое найти, завязать. У нее не получается, потому что ей либо изменяют, либо же просто ее выбрасывают как ненужную вещь и постоянно разбивают сердце. Вот она ищет деньги, она ищет денежных мужчин, но у нее это не выходит. Поэтому всегда, вот как я говорю, прежде чем что-то сделать, да, прежде чем кого-то обидеть, нужно 100 раз подумать, а какой бумеранг вам прилетит. А он прилетит это 100%. Потому что, ну как говорят, Бог все видит, да? И рано или поздно все получат по заслугам. И ваша женщина точно так получила. Поэтому я не знаю даже, радоваться вы будете или нет. Но каждому воздается свое. Женщина, которая сейчас несчастлива, у нее нет своей стабильной жизни. Она прыгает от мужчины к мужчине. Женщина, которая, сделав больно вам, она получила по заслугам и получила сполна, я считаю. В общем-то, это, наверное, правильно, да. Вот. Мужчины ее не ценят. Даже если она там красавица, распрекрасная, мужчины ее просто используют ради своих утех. Поэтому ничего хорошего в ее жизни нет. И дальше я пока не вижу просвета в ее жизни. Я не вижу, что она устроит личную жизнь. Я не вижу, что она будет счастлива. То есть в ее жизни полно, вот у нас по Луне очень четко видно, в ее жизни полно лжи, обмана, страхов каких-то. Она уже вплоть до того, что она стала какая-то закомплексованная. Вот эти мужчины ее вогнали в какие-то комплексы. Может, она уже себя какой-то неполноценной считает. Там, может, ей сказали, что она там либо в постели не такая, либо внешность что-то там не такое, что-то раскритиковали у нее. Ну, то есть какая-то она сейчас вот, ну, зажатая, вся в страхах, в каких-то в обманах, в недоверии. Ну, в общем-то, вы знаете, я могу за вас только порадоваться. А женщина, которая вас обидела, она получила сполна. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!